Цифры предсказывают победы в большом киберспорте. Ну черта с два. Это то же самое, как гадать на кофейной гуще. Решает интуиция. Или делай свой выбор, логика или интуиция, и выигрывай скины вместе с EGB. Всем привет, дорогие зрители! По стопам Е-лиги хотелось записать влог, посвящен выступлению команды, выступлению наших парней. Много вопросов осталось по поводу подготовки ребят к этому турниру. Ну и наверняка вы читали мою личную страничку ВКонтакте или Твиттер. Собственно, смотрел я матч решающий против команды SK Gaming. И еще раз хочу сказать, осталось очень много вопросов. Возможно, кому-то покажется, что я там хейтер Нави или там, не знаю, хочу навредить парням. Но на самом деле я как человек, который причастен к созданию этой организации, да, мне, ну, конечно, порой бывает больно смотреть, наверное, как и вам, на ребят, на их игру, и почему-то не могу понять, скажем так, тех решений, которые принимают ребята. Хотя парни вроде как взрослые уже, умные, рассудительные, и почему так непонятно. Ну, начнем с того, что, насколько я знаю, к Е-лиге ребята готовились не очень много, потому что был эпицентр, к нему готовились, на нем заняли, по-моему, 4-е место, да, и после этого решили отдохнуть. Почему отдохнуть, не знаю, потому что на эпицентре было четко видно, что у команды хромает, страдает маппул, а именно ширина маппула. Что это значит? Это значит, что парни хорошо играют только несколько карт. И в зависимости от противника у них игра то идет, то не идет. Вы заметили, что с какой-то командой, например, они могут сыграть очень круто, а с другой командой, возможно, даже более слабой, они могут сыграть плохо. И это связано, опять же, с шириной маппула, с тем, что с одной командой они играют свои самые лучшие карты, потому что противник это устраивает, и, соответственно, Нави у них выигрывает, а с другой командой они играют не очень хорошие для себя карты и проигрывают. Ну и, соответственно, что я бы сделал вот после того, как проиграл эпицентр? Я бы, наверное, со своей командой уделил больше времени тем картам, которые играются плохо. Это там Cobblestone, это, наверное, Overpass, который нужно отшлифовать было, да, то есть всегда считал, что Overpass сильная карта, но при этом нужно эту карту шлифовать. Ну и, конечно же, нюк. Вы все спросите, наверное, почему я забыл карту The Train. Карту The Train я забыл, потому что в преддверии подготовки к Е-лиге, я считаю, Train вообще не нужно было тренировать. Train нужно было вычеркивать, потому что они четко понимали, с кем они в группе. Они понимали, что они в группе с командой SK Gaming и с командой Astralis. Если у команды SK Gaming Train самая сильная карта, и с ней вообще бессмысленно ее играть. То есть, понятное дело, что убегать всегда от Трейна, ну, не стоит. Но нужно отталкиваться от того, что мы имеем в данный момент. А в данный момент мы имели там какой-то посредственный Трейн, и Нави решили почему-то его натренировать. Ну и, блин, это похвально, это классно. Но против команды SK Gaming, когда у тебя ограниченное количество времени, карту The Train играть, ну, просто-напросто глупо. Зачем? Зачем вычеркивать Cobblestone первым баном, играть карту The Train? Да, на Кобле проблемы, да, там дикая неуверенность в себе, но именно Cobblestone все равно нужно было тренировать и готовить. Ну, или The Cash, но Cash вряд ли, потому что Cash совсем не играли, и как бы натренировать его на должный уровень тоже, ну, нехорошая идея. Хотя к Е-лиге, может быть, стоило рискнуть, потому что, опять же, вы же знаете, что вы с СК в группе, и вы знаете, что СК Cash не играют, поэтому, окей, готовьте кэш. Ну и, кстати, Нави в конце вот бана карт против команды SK Gaming, они как раз и оставили и кэш, и нюк. Но опять же, вот как проходил бан, например, с командой SK на вот этом турнире Е-лига. Сейчас я попытаюсь найти быстренько. Вот, собственно, SK Нави 2-0. Чтобы вы понимали, еще раз хочу сказать, Нави вычеркнули первой картой Cobblestone. То есть Нави не играют кэш вообще.
но при этом первая карта черкают Кобл. То есть настолько они в этой карте не уверены. И они сразу же, когда вычеркивают Коблстон, невероятно рискуют. Потому что любая команда, кроме СК, взяла бы кэш. И что самое главное, если бы СК вдруг чуть-чуть потренировали, побегали кэш, они бы легко и просто могли брать кэш и гарантировать себе на нем победу, потому что Нави его не играет. Но СК решили сыграть вообще, как бы исходя из своей сильной стороны. Они взяли свою карту, D-Train, карту, на которой они всех разносят, и в итоге разнесли и Нави. Нави же взяли карту Dust 2. Кстати, СК вычеркнули Мираж. Мираж — это карта, которая, наверное, самая сильная у команды Нави. Вообще, вот еще раз хочу сказать, сейчас 7 карт играется, и у Нави 2 карты на хорошем уровне. Это Мираж, и то они испугались играть Мираж с не с Астралис, а с Dignitas на эпицентре. То есть, опять же, насколько сильная эта карта, непонятно. Но СК решили, не, у нас Мираж плох сейчас, мы его просто в баню, да. Ну и Нави выбирает Dust 2. Нави неплохо играет Dust 2. СКшникам проиграли, ну, бывает. Правда, счет 16-8, это разгром, если честно. Но мне кажется, с Dust 2, скажем так, проблем меньше всего, скорее всего. Дальше СК берут Train. И вот еще. Нави, опять же, вычеркивают не кэш, да? Нави вычеркивают Overpass. Карту, которая когда-то была очень сильна у Нави. Карту, которую не тренировали. Карта, где решает АВП. Карта, где есть Guardian. Карта, где есть Simple. Где Флейми неплохо держит точку Б там. То есть... Куда это все делось? Почему? Ну, как? Я не понимаю, как можно оверпас вычеркивать против команды SK Gaming. Да, у них силен оверпас, об этом все знают. Но как бы в итоге оставлять в конце кэш и нюк опять же. А если SK взяли бы кэш. Ну окей, Нави отталкивались от того, что они оверпас, скорее всего, мало готовили. Б, у команды СК оверпас очень силен. И С, у СК с нюком, скорее всего, проблемы, потому что они точно так же, как и Нави, мало сейчас тренируются из-за того, что очень много чемпионатов. То есть СК буквально там неделю назад или чуть больше были у себя в Бразилии на родине, отыграли финал против Cloud9, проиграли. Кстати, проиграли оверпас. И на оверпасе СК себя очень плохо показали непосредственно против Астралис на Е-лиге. Это позавчера они играли, там, по-моему, в субботу был этот матч. Поэтому у СК с оверпасом тоже какие-то трудности. Но Нави решили, будем играть лучше нюк, чем оверпас. С одной стороны, это, конечно... Ну, опять же, это риск, понимаете? Нюк, вот я пилил у себя на личном канале влог, помните, рассуждал нюк или мираж. Нюк — это карта, которую Нави тренируют. Но опыта турнирной игры у них нет. И, опять же, оставлять нюк решающей картой в столь важном матче, ну, это неправильный подход. Нужно оставлять свою, как бы, стопроцентную карту, да. То есть, да, эта карта сильная у соперника, но при этом и ты на этой карте имеешь полное понимание. А как бы играть рандом, у СК плохой нюк и у Нави плохой нюк. Ну и давайте сыграем такой рандомчик, скажем так. Была не была, пойдет не пойдет. Ну, это неправильный подход. В итоге какие выводы? Выводы следующие. Это непонятный отдых после эпицентра. Нельзя было отдыхать. Ну вот просто хоть убей нельзя. Устали, день-два, не знаю, по сокращенной программе отдохнули, там, не знаю, клубы, девочки, алкоголь и так далее, там, 2 дня выдохнули, и дальше сидеть и готовиться, анализировать, думать варианты. Ну и, конечно, Б, чего вот я, опять же, ну, я почти на 100% уверен в этом. Команде не хватает лидера. Команде не хватает жесткого, авторитарного человека, который бы кнутом и пряником, скажем так, руководил бы этой командой, в которого бы поверили, который бы поверил в команду, в него бы поверили, и, скажем так, за ним бы пошли вперед. Вот этого человека команде явно не хватает. Опять же, какой-то шалтай-болтай получается.
Поэтому тут, наверное, надо Стариксу, опять же, он тренер, он должен как бы, ну, опять же, если через, ну, за полгода, за год он не стал этим лидером, я не знаю, станет ли он. Жене Юджину, ну, опять же, такая же проблема, как со Стариксом, то есть, если не стал, то уже, скорее всего, и не станет. Поэтому, не знаю. Не знаю. Конечно, может скажете, рано судить. Да, рано судить. Времени прошло немного в любом случае. Можно еще натренироваться, можно все это пофиксить. Но пока не вижу за счет чего. То есть, если это не случилось к эпицентру, например, Е-лиге, да, и так далее, то остальные-то команды тренируются, понимаете? Остальные команды готовятся, конкуренция зашкаливает. У нас, если раньше было 3 команды, да, там 2-3 команды супер топ уровня, сейчас 6-8 команд супер топ уровня. И при этом еще с десяток в теории может обыграть каждую эту команду супер топ уровня, вот так, в личной встрече. Поэтому, ну, тут нужно опять же забить на все развлечения, на тачки девочек там и так далее. Нужно максимально жестко сконцентрироваться, взять себя в руки и просто пахать. Потому что, еще раз говорю, сейчас там полгода, год еще можно так отыграть, там получать зарплату, повыиграть какие-то мелкие чемпы, брать топ-3, но сцена растет, и придут люди, которые, они уже как бы есть, да, вот ребята, которые, несмотря на огромные заработки, несмотря на суперпопулярность, все равно находят в себе мотивацию и пашут, да, вот, например, ТАСС, там, Нео, Fallen из СК, то есть уже такие ребята есть, которые, несмотря на то, что их и так вообще задобрили со всех сторон, они все равно находят в себе силы, и, соответственно, на просто скилле, на просто умении играть, ты, наверное, уже не вытянешь через там год. Поэтому большинство людей в команде, 3-4 человека как минимум, должны быть не просто скилловые, а должны постоянно себя мотивировать, должны просто регулярно находить в себе силы для того, чтобы гореть этой игрой. Потому что без этого будет очень тяжело. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.